Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить торт Прага в ПП-варианте. Рецепт довольно простой, а торт получается очень вкусный. Это насыщенный, сочный шоколадный торт с легкой абрикосовой ноткой. Кстати, у меня на канале уже есть рецепт торта Прага без лактозы. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Для коржей нам понадобится 4 яйца. Добавляем 180 грамм йогурта. Это должен быть густой, не питьевой йогурт без добавок. Можно использовать греческий. Смешиваем жидкие ингредиенты венчиком. В качестве муки у меня сегодня 40 грамм муки зеленой гречки, 30 грамм соевой муки и 30 грамм сывороточного протеина. С таким составом мы получим достаточно высокое содержание белка. Но вместо них можно выбрать любые цельнозерновые виды муки или частично заменить ореховыми. Суммарно должно получиться 100 грамм. Я сразу для простоты соединяю сухие ингредиенты в сите. Добавляем 25 грамм какао, подсластитель и 7 грамм соды. Просеиваем сухие ингредиенты к жидким. Перемешиваем венчиком. Просеянные ингредиенты промешиваются мгновенно. Получается полужидкое тесто. Я буду выпекать в кондитерском кольце диаметром 16 см с дном из фольги. Внутри проложен круг пекарской бумаги. Перекладываем тесто в форму. Это тесто не должно стоять долго. И отправляем выпекаться в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 45 минут. Пока корж печется, приготовим пропитку и крем. Торт Прага принято пропитывать абрикосовым джемом. В этом его изюминка. У меня с лета заготовлено абрикосовое варенье без сахара. Его рецепт уже есть на моем канале. Если у вас такого нет, то воспользуйтесь покупным детским баночным пюре. Домашнее же варенье супер ароматное и имеет ярко выраженную абрикосовую кислинку. Перекладываем 65 грамм варенья в стакан блендера. Добавляем 100 грамм воды и подсластитель. Тщательно измельчаем блендером до однородного полужидкого пюре. Оно должно получиться достаточно текучим. 105 грамм этого пюре нам понадобится для пропитки коржей, а остальное для глазури. Для крема нам понадобится 500 грамм рикотты. Ее желательно заранее достать из холодильника, чтобы к моменту добавления остальных ингредиентов рикотта была комнатной температуры. Добавляем к рикотте 50 грамм размягченного сливочного масла комнатной температуры, 15 грамм какао и подсластитель. Соединяем все ингредиенты с помощью блендера. В этом креме очень важно, чтобы ваш какао-порошок был натуральным, имел насыщенный шоколадный вкус и аромат. Если вдруг вам не нравится какао-порошок в креме, то можно заменить сливочное масло и какао на растопленный шоколад. Будет тоже очень вкусно. Получается полностью гладкий и однородный крем. Это упрощенный вариант крема для торта Прага, причем низкокалорийный. Если вы хотите крем с заварной частью, как в торте по ГОСТу, то можете использовать рецепт крема из моего киевского торта. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Перекладываем крем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до сборки торта. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой, она должна выйти сухая. Когда корж остынет, снимаем фольгу, круг пекарской бумаги и прорезаем ножом вдоль бортиков, чтобы вынуть корж. Вот такой шоколадный корж получился. Срезаем с него неровную шапку. Она нам понадобится для посыпки. Оставшийся корж делю на 3 равных по толщине коржа.
Намечаю ножом линию надреза по всей окружности и не спеша, прокручивая, прорезаю корж. Таким же способом делаю второй разрез. Получились 3 тонких ароматных коржа. Они очень мягкие и эластичные. Можно приступать к сборке торта. На подложку ставим тоже кольцо диаметром 16 см. Внутрь выкладываем ацетатную ленту. На середину подложки немного крема, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем нижний корж. Пропитываем. На каждый корж около 35 грамм пропитки. Так как у нас полужидкое пюре, оно может впитываться не сразу. Можно помочь ему ложкой. Я немного втираю пюре в корж, чтобы оно максимально впиталось. Выкладываем 210 грамм сливочно-шоколадного крема. Выравниваем крем лопаткой. Накрываем вторым коржом. Аккуратно прижимаем. И повторяем те же действия. Выкладываем третий корж. Немного прижимаем, чтобы он хорошо соединился с кремом. Пропитываем. На верхний корж выкладываем 100 грамм крема. Распределяем. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь. Срезанную шапку коржа я делю на кусочки. Отправляю в блендер. Измельчаю в крошку. И простейшая посыпка для торта готова. Глазурь для торта Прага я решила сделать немного необычную. Оставшееся жидкое абрикосовое пюре, здесь 55 грамм, прогреваем до 60-80 градусов Цельсия. В горячую, но не кипящую жидкость добавляем 40 грамм горького шоколада без сахара. Тщательно перемешиваем до полного растворения шоколада. Если вдруг шоколад полностью не растворяется, то нужно прогреть эту смесь либо на водяной бане, либо импульсами в микроволновке. Вот такая гладкая и очень вкусная шоколадная глазурь должна получиться. Когда торт настоялся, снимаем пищевую пленку, кольцо и ацетатную ленту. И наносим оставшийся шоколадный крем сбоку. Крема совсем немного, но его хватит на тонкий слой, к которому будет хорошо липнуть крошка. Я выравниваю только сбоку, верх оставляю как есть. И верхний угол тоже не равняю. И даже оставляю его немного возвышенным, с неровностями. Здесь будет некая хаотичность, а сверху блестящая гладь глазури. Посыпать торт удобнее всего над противнем, так как крошка неизбежно будет сыпаться вниз. Покрываю боковую часть торта и частично угол. Заливаем торт тонким слоем едва теплой глазури. Если требуется, выравниваем. И отправляем торт в холодильник до застывания глазури. Оставшуюся глазурь я переливаю в кондитерский мешок. С помощью нее можно сделать любой рисунок на торте. Когда глазурь на торте полностью охладилась, наносим рисунок или надпись из кондитерского мешка. У меня это просто линии в 2 направлениях. Я не художник, но на таком торте, мне кажется, любой декор выглядит очаровательно. Вот такой простой и аппетитный тортик получился. Давайте его разрежем. Выглядит этот торт и его разрез просто шоколадным.
Но тут на самом деле есть что сказать о вкусе. Это не банальный шоколадный вкус, а богатый, насыщенный благодаря абрикосовому пюре. Коржи мягкие и активно шоколадные, хорошо пропитанные, с тонкой фруктовой ноткой. А крем скорее сливочно-шоколадный, с достаточно простым нейтральным вкусом. И вишенкой на этом торте служит очень вкусная абрикосово-шоколадная глазурь. Это правда мой фаворит. Появилось желание готовить такую глазурь везде, куда хочется добавить изысканности во вкус. Если вы любите хороший шоколад с добавлением апельсиновой цедры, натуральных цукатов или сублимированных ягод, то этот вкус ближе всего к нему. Все вместе это потрясающе вкусный, насыщенный, сочный шоколадный торт Прага в своем полезном воплощении. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!